Всем доброго времени суток, с вами Басарканя, и у нас продолжение Farming Simulator. Что ж, у нас начинается сбор урожая, у нас пока созрело только одно поле. Как мы видим, остальные поля у нас еще не созрели, поэтому я думаю, что мы сейчас просто выкупим это поле, поспим и уже только в следующем месяце будем брать технику в аренду, чтобы не платить при ночевке за этот лишний день из-за одного поля. Поэтому сейчас мы его покупаем и прям в этом же поле ложимся спать до следующего утра. И что ж, теперь на следующий день, как мы видим, у нас уже больше полей созрело и есть смысл покупать технику. При этом это уже все поля, то есть мы не будем на следующий месяц оставлять технику, так как у нас больше здесь ничего не растет. Все, что у нас нужно собрать, это вот эти поля. Здесь у нас получается не так уж и много урожая. Блин. Так себе у нас получится год. Ну ладно, что уж поделать, давайте. Нам нужна техника для сбора. Ну что ж, на этот раз у нас техника чуть другая. У нее увеличенный объем бака, и у нее снят лимит на то, с какой скоростью мы можем собирать урожай. Так нам будет явно попроще. И что ж, теперь с ним. Нам, кстати, вот жатку нужно еще здесь развернуть, потому что на ней есть дополнительные колеса для перевозки. Но мы поедем сразу прицепленной, поэтому мы их убираем. Что ж, ребят, я сейчас быстренько соберу все эти поля и увидимся, когда это все уже будет в нашей зерновой мельнице. Ну что ж, наш урожай собран. Последнюю партию уже канолы, которая не нужна нам для производства муки, да и в принципе она нам ни в каких производствах не нужна. Она идет сразу на продажу, но я тут посмотрел, что она в ноябре будет заметно дороже. А так как нам пока этот прицеп не нужен, я думаю, что мы прямо здесь ее оставим и уже потом продадим. Так как ни прицеп, ни трактор нам пока ни для каких других задач вроде как не нужны. Если будет нужно, то тогда продадим канолу и заберем. Также у нас не так уж и много урожая. То, что вы видите, 84 тысячи литров сорго, это все с прошлого года осталось. Сорго мы в этом году не собирали. У нас только 20 тысяч литров ячменя и 70, практически 71 тысяча овса. Это очень маленький урожай, и я так посмотрел, у нас есть еще 4 поля с подсолнухами, но подсолнухи у нас вырастут только через 3 месяца. И я вот думаю, что, возможно, нам сейчас выгоднее будет не сдавать технику, а подождать эти 3 месяца и потом еще собрать подсолнухи, чтобы как раз отбить всю аренду нашей техники и еще немножко заработать дополнительно. Поэтому я думаю, что сейчас мы пропустим эти 3 месяца, так как, в общем-то, и делать нам особо-то сейчас нечего. Мы ждем, чтобы у нас произвелось побольше хлеба. У нас, кстати, хлеб когда нужно нам продавать? Хлеб у нас продается в декабре. То есть это отлично. Мы через 3 месяца как раз соберем подсолнухи, там сразу же продадим канолу и поедем продавать хлеб. И после продажи хлеба я надеюсь, что мы сможем позволить себе купить лесопилку. И тогда уже займемся
строительством храма прям в промышленных масштабах. Так что сейчас я подожду 3 месяца, посмотрю за нашими производствами цемента. Кстати, да, за цементом нужно следить. Постоянно нужно докидывать дополнительно камень. И что ж, встретимся, когда у нас уже наступит ноябрь или декабрь. Что ж, за производством мы уследили. И напишите, что вы думаете о том, что я использую такую технику, ведь на ней гораздо быстрее собирать. Но так как весь этот сбор у нас происходит, грубо говоря, за кадром, поэтому для более быстрого снятия контента я решил прибегнуть к такой небольшой хитрости. Так как эти поля я бы собирал примерно 2, может даже 3 часа, а так у меня это заняло всего лишь 45 минут. Напишите, что вы об этом думаете. А сейчас мы уже встретимся в ноябре или может даже в декабре, когда нам нужно будет продавать канолу и хлеб. Вот мы и дождались, пока у нас подрастет подсолнух, но, как мы видим, у нас сейчас дождь, нужно будет подождать, пока он закончится, а то мы будем собирать меньше урожая. А также произошла небольшая неприятная ситуация. Одно из полей, как мы видим, подсолнухи уже собрали до нас. То есть на одно поле меньше мы сможем себе стырить. Так, ну что ж, сейчас нам нужно промотать главное время, пока не закончится дождь, и надеяться, что к этому времени еще какое-то поле не соберут. Ну все, у нас, в принципе, дождь очень быстро закончился. Сейчас давайте начнем с тех полей, которые возле нас. Кстати, а даже не одно, вот здесь еще маленькое. Это что же вроде как было? Да, подсолнухи. 2 поля. Ну ладно, второе это очень маленькое, его не жалко. Давайте берем сейчас себе 36-е поле, покупаем и едем его собирать. Оно прямо здесь рядышком. Ну что ж, так как нам сейчас нужен этот прицеп и канола уже слегка подорожала, мы можем ее теперь продавать и используем дальше этот прицеп для того, чтобы забирать подсолнухи. И их мы тоже сразу же продадим, на них сейчас нормальная цена. И хранить их нету смысла. Смотрим с этой канолы, сколько мы получим. 18 тысяч получили и отправляемся теперь за подсолнухами. Ну что ж, урожай подсолнухов у нас собран. И как же нам хватило всего места, так как, смотрите, у нас полный прицеп подсолнухов. И также у нас бункер нашего комбайна забит на 99%. Давайте смотреть, куда нам его нужно продавать. Подсолнухи нам лучше всего продавать в портовой зерновой элеватор. Ну что ж, отправляемся сейчас туда. Я думаю, что сразу и комбайн туда пригоню. С него можно тоже продавать, поэтому, чтобы не ездить сейчас трактором несколько раз, поедем сразу на 2 техниках. Причем одного отправим как бота. Давайте. Выбираем наш трактор, назначить работу, перейти к точке и указываем, что ему нужно доехать до портового элеватора. И пускай он где-то вот здесь нас ждет. Все, отправляем его. Он должен сейчас поехать. Надеюсь, он нигде не застрянет.
Что-то он стоит, никуда не двигается. Ну, давай, вы же можете доставлять технику. Давайте, окей, мы его уволим, выедем ему на асфальт, чтобы он уже по дороге сориентировался. Хотя он должен и сам выезжать на дорогу. Все, теперь он на дороге. Ставим ему снова метку. И давайте тогда поставим ее хотя бы, пускай он где-то вот здесь в город доедет. А там мы уже вручную докатимся. Тем более, я думаю, что мы его быстрее уволим. Цель недоступна. Да ё-моё. Что ж, придется мне вручную ехать на двух техниках. Так что увидимся, когда я уже обе техники пригоню на место продажи. Ну что ж, обе наши техники на месте, и теперь можем приступать к продаже. Для нашего сбора у нас потратилось сколько? 9000 за 3 месяца простоя комбайна и еще 3000 на жатку. Но там еще оно с копейками, поэтому где-то около 13 тысяч мы дополнительно заплатили за аренду техники, чтобы собрать этот подсолнух. И, судя по его количеству, он точно нам окупится и даже в большой плюс. Я ожидаю, что будет где-то около 100 тысяч. Смотрим, у нас сейчас 151 тысяча. Продаем, давайте, из нашего трактора. 33 тысячи мы получили только с прицепа трактора, а у нашего комбайна бункер в 2 раза больше. Поэтому мы сейчас еще где-то 66-67 тысяч должны получить. Выдвигаем трубу. Нам придется, кстати, здесь вот ехать. Она ведь очень длинная. Давайте аккуратно припаркуемся, чтобы оно продавалось. Все, началась продажа. И смотрим, сколько мы сейчас получим. Плюс 67 тысяч. У нас 252 тысячи. Я ожидал 100 тысяч, а получил 101. Даже чуть больше, чем хотелось. Чем ожидалось, точнее. Что ж, сейчас можно всю эту технику сдавать. Кстати, нам также нужно продать поле. И у нас на счету 596 тысяч. Этого уже практически достаточно, чтобы купить и лесопилку, и территорию возле нее. Но у нас сейчас октябрь, а нам нужно подождать еще, когда у нас хлеб в декабре вроде как. Хлеб у нас, да, в декабре продается, поэтому мы сейчас сдаем технику, ждем еще 2 месяца, продаем весь накопившийся хлеб. Кстати, а мне интересно, а ну-ка, наше производство, пекарни. Нет, хлеб, он не забился полностью, там только 25 тысяч литров в хранилище. И у нас хлеб не успевает производиться, у нас очень много муки. Ну мы, в принципе, только недавно, пару месяцев назад, загружали новое зерно для того, чтобы делать муку. Поэтому, да, муки у нас именно из-за этого много. Надеюсь, что за год наше производство будет успевать перерабатывать всю нашу муку в хлебушек. Ну что ж, нам сейчас ничего не остается, как подождать до продажи хлеба, продадим его и уже наконец-то купим себе лесопилку. Что ж, у нас наступил январь, и сейчас как раз самое время продавать наш хлебушек, поэтому вот наша пекарня. Аккуратненько паркуемся и сейчас будем загружаться. Первая партия есть, ждем пока пекарня выплюнет следующую, и сейчас так по 8 ячеек будем загружать, сколько нам влезет. Что ж, в наш прицеп влазит 28 тысяч литров хлеба. Ну, конечно, я могу вручную запихнуть еще, но автопогрузкой почему-то грузится только такое количество. Ну что ж, будем продавать по 28 тысяч. Отправляемся на базар и посмотрим, сколько денег нам это принесет. Я бы на самом деле попытался, наверное, на базар заехать задом, так как нам потом разворачиваться. Только у меня это не получается. Это прицеп, который вот с этим поворотной телегой. Ё-моё, мы сейчас так здесь застрянем. Вот это дела плохи. О, могу взад сдать. И ну-ка.
Мне бы отсюда выехать каким-то образом. Видимо, придется для начала вот так встать, чтобы все продалось, а тогда уже будем думать, как нам снова отсюда выезжать. Потому как... Хотя, кстати, возможно, мы здесь проедем до следующей дороги. Можно и не разворачиваться. Давайте, нам нужно сейчас отсоединить ремни. Оп, хлебушек продался. Блин, а оно продалось разными кусочками. Мы получили сколько? Около 110 тысяч, может 115. Не заметил, сколько у нас было в общей сумме, но 100 с чем-то тысяч мы должны были получить. И едем за новой партией хлеба. Паркуемся и снова загружаем. Что ж, 21 тысяча хлеба у нас осталось в пекарне. Мы это все загрузили. Сейчас попытаюсь здесь немножко задом сдать, потому как... этот прицеп очень плох для того, чтобы сдавать задом. Я таким управлять не умею. Это слишком сложно для меня. Ладно, мы сейчас вот так встанем. О, кстати, понемножку взад двигаемся. Мне это нравится. Блин, только нас выравнивает. Эх. Так, давайте в пару заходов. Я думаю, мы сейчас сможем справиться. И... Да, вывернули. Отлично. Сейчас тогда спокойно заезжаем на базар с этой стороны. Итак, и здесь мы получили еще 88 тысяч. Отлично. Так, ну давайте трактор мы здесь сейчас паркуем. Он нам уже в ближайшее время не понадобится. Пускай здесь на обочине пустит. Нам бы, наверное, купить в дальнейшем какую-то территорию, где мы будем хранить свою технику. А то вот так оставлять технику посреди города постоянно не очень-то и красиво получается. Что ж, а сейчас мы идем на нашу фуру. У нас скопилось еще огромное количество цемента, который мы можем сейчас продать в храм и заработать еще кучу денег. Тем более, что я заметил, что цены на храм продавать не меняются, они всегда максимальные. Поэтому не важно, что у нас сейчас январь и какие там цены на этот цемент, так как это цены только на других точках продажи, а в храм можно продавать в любой момент. Вот наш цементный завод, блин, пора уже все-таки заняться немножко оформлением его территории, тем более я нашел несколько модов для того, чтобы добавились побольше различных предметов для украшения. И я думаю, что в этой серии, как раз после покупки лесопилки, у нас останутся деньги, и мы как раз займемся немножко облагораживанием территории этого завода. Что ж, сейчас загружаем весь цемент. Блин, а мне... Ну ладно, уже как есть. Я бы хотел, чтобы оно загружалось не таким образом. Но что уж поделать. Или подождите, давайте мы все-таки это разгрузим и сейчас загрузим нормально. Нам только нужно сменить тип погрузки. И теперь, если мы будем загружать, то оно будет загружать по слоям. Так у нас будет более равномерно распределен цемент. И нужно только немножко перепарковаться, чтобы уже захватить все мешки с цементом. С таким прицепом намного легче управляться, так как у него нет вот этой поворотной телеги спереди. Все, весь цемент мы загрузили и отправляемся в храм продавать. Это у нас должно быть тоже неплохо по деньгам. Хотя цемент, он вроде бы не настолько сильно уж и дорогой, но у нас 39 тысяч. Я думаю, что может даже соточку мы в плюс и заработаем. И это будет практически лям. Я думаю, что мы даже вернем часть кредита. Итак, мы на месте. У нас 886 тысяч. Отцепляем груз, едем и смотрим. Получили мы 86 тысяч. У нас 972 тысячи. Мы бы могли сейчас вернуть полностью весь наш кредит, но нам нужна лесопилка. Она нам будет приносить еще дополнительный доход, поэтому в дальнейшем мы точно вернем уже кредит. Но сейчас даже
часть кредита сможем вернуть. Ну что ж, деньги у нас есть, и давайте переходить как раз к покупке нашей лесопилки. Для начала покупаем саму лесопилку. Купить 300 тысяч у нас уходит на лесопилку. И также нам нужна территория вокруг лесопилки. Она нам обойдется еще в 335 тысяч. Окей, и у нас остается 336 тысяч. И давайте мы сейчас это все уплатим в кредит, так как... О, стойте. Я могу теперь еще больше кредита брать. Сколько мне могут одобрить кредита? 800 тысяч. 900 тысяч. 990 тысяч кредита у нас теперь может быть. Ох, это будет заманчиво где-то что-то прикупить на эти деньги. Но сейчас давайте мы по максимуму вернем. Ну что ж, мы снова бедные. У нас осталось всего-то 1700 долларов и еще и 305 тысяч кредита. Но теперь у нас есть целая лесопилка. Давайте на нее посмотрим. И что ж, вот она, наша лесопилка. И также вот все эти деревья вокруг теперь тоже наши, так как мы выкупили эту территорию. И это нам обязательно нужно было, так как нам нужно какими-то деревьями заполнять нашу лесопилку. Для начала мы будем вырубать все, что здесь есть, а в дальнейшем, я думаю, что засадим сюда новые деревья. Так как этих будет явно маловато, чтобы достроить храм. Давайте сейчас настроим нашу лесопилку. Нам нужно, чтобы она делала нам деревянные балки, длинные доски и доски. А также у нас параллельно будет производиться еще щепа. И у нас сюда влезает 140 тысяч литров дерева. Капец, это дофига. Это, наверное, мы сейчас весь лес вырубим для того, чтобы ее заполнить. Это будет не быстро. Что ж, сейчас нам в любом случае нужно в нее закинуть хоть какое-то количество дерева, чтобы она уже работала. Я вот не знаю, 140 тысяч литров дерева, это на сколько месяцев работы для этой лесопилки. И я пошел рубить дерево. Так, ребят, начал пилить. Пока спилил только 2 дерева, но нам нужно сделать кадр до и потом уже увидеть кадр после. Что ж, вот так выглядит территория до того, как мы начали пилить деревья для нашей лесопилки. Сейчас постараемся забить ее полностью и увидим кадр после. Что ж, я сюда притащил вот такую гору для того, чтобы посмотреть вообще масштабы, сколько нам придется рубить сюда деревьев. Давайте закинем это. И это у нас всего-то 20 тысяч литров. Одно дерево только еще не впиталось. А это значит, что нам действительно придется вырубить, возможно, даже целый лес. Так как, ну, посмотрите, я здесь такую неплохую линию срубил. И это только 1/7 часть того, что нам нужно. Ох, это будет надолго. Что ж, увидимся, когда я наконец-то ее заполню. Ну что ж, вторая партия дерева у нас есть. Я закинул сюда очень много. Я не уверен, сейчас все его примет или нет. И вы только посмотрите, насколько опустело здесь это поле. Если это не забьет лесопилку, то у нас очень быстро закончится лес. Что ж, давайте ее сдавать и посмотрим, сколько у нас это будет. Продать дерево 70 тысяч. Это только половина. Ребята, ну, конечно, здесь немножко еще не сдалось. Но 70 тысяч всего лишь, а надо 140. То есть нам нужно еще столько же сюда загрузить. Я понял. Продолжаем работать. Ну что ж, спустя какое-то время мне удалось забить наше производство на 130 тысяч. И вот вам кадры до и после нашего леса. Что ж, вот так выглядит территория до того, как мы начали пилить деревья для нашей лесопилки. Сейчас постараемся забить ее полностью и увидим кадр после. И вот таким эта площадка стала после того, как мы всего лишь один раз загрузили нашу лесопилку. И интересно, насколько времени ей этого хватит. Сейчас мы это и проверим. Что ж, сейчас у нас на производстве 130 тысяч литров.
И поэтому мы сейчас спим ровно сутку и посмотрим, сколько у нас используется древесины за один месяц или сутку. Здесь, в принципе, это одно и то же. 100 тысяч. То есть 30 тысяч литров древесины оно использует за один месяц. И, сколько оно, конечно, производит. Наша-то маленькая лесопилка, она производила меньше одного палета за месяц, а здесь посмотрите, сколько всего у нас всего лишь за один месяц. Такими темпами строительство храма у нас очень быстро пойдет. Правда, нам нужно будет что-то придумать с тем, как загружать эту лесопилку. Возможно, это было настолько сложно из-за того, что здесь было много разных маленьких деревьев. И я думаю, что я посмотрю в интернете, какие деревья лучше всего сажать. И здесь мы все засадим уже только большими деревьями. И тогда, когда они вырастут, будет намного проще этим всем заниматься. На лесопилку мы посмотрели, увидели, как она работает и сколько нам придется сюда загружать постоянно дерева. И насколько много же его уходит. Что ж, я думаю, что мы эту территорию сначала полностью зачистим. Потом я возьму себе в аренду какой-нибудь мульчер, уберем здесь все пеньки и также возьмем в аренду технику для посадки нового леса. И после того, как он вырастет, нам уже будет намного проще загружать нашу лесопилку. А сейчас у нас еще есть время, и я обещал, что нам нужно немножко привести наш цементный завод в какой-то более-менее в какой-то адекватный вид. А то здесь прям поле, канолы, оно еще и уже засохло давным-давно. И надо с этим что-нибудь делать. Поэтому сейчас я быстренько займусь каким-то хотя бы небольшим облагораживанием этой территории. И увидимся. Закончил я небольшие работы по облагораживанию территории. Во-первых, залили все асфальтом. Также здесь небольшой косячок. Я не могу нарисовать асфальт прямо до дороги. Возможно, я в дальнейшем найду какие-то моды и смогу это поправить. Также, помимо асфальта, обнесли все забором, так как это должна быть закрытая территория для производства. Здесь я ничего не ставил, так как здесь мы будем ездить нашей фурой, и чтобы это все нам не мешало, я решил оставить большую территорию. Здесь оградили, так как мало ли что будет падать с этой трубы, поэтому здесь лучше не ходить. Тут у нас немножко мусора.
эту территорию особо не трогал, так как сюда, возможно, еще нужно будет подгонять какую-то технику, поэтому здесь еще один въезд, помимо того, каким будем пользоваться мы, так как фурой будем сюда заезжать. Здесь у нас, как вы видим, небольшая такая сторожка, где будет сидеть сторож и проверять, чтобы никто, кроме нас, сюда не приехал за материалом. Также здесь излишки производства, разные вещички, мусорка, как без мусорки, и большой склад, где у нас как раз складируются все вещи, которые нужны для производства. Тут как раз такой небольшой дворик образовался, и я решил его как раз разным хламом и закидать. Как по мне, получилось атмосферненько. Мне еще не хватило, я бы сюда, наверное, поставил какие-нибудь погрузчики. Но, к сожалению, в тех модах, которые я нашел, такого не было. И, возможно, бы еще здесь какую-то парковку для рабочих организовал, но также у меня пока нет мода, который бы добавил машины, поэтому я думаю, что, кстати, вот здесь можно будет как раз и организовать небольшую парковку. Я не думаю, что она нам будет сильно мешать. И вот такой результат у нас получился. Что ж, ребят, я думаю, что на этом мы и подведем итоги нашей серии. Мы смогли купить себе лесопилку, также наконец-то привели в порядок наш вот этот завод и заработали неплохие такие деньги. И в следующей серии мы уже как раз с помощью нашей лесопилки начнем достраивать храм. А на этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И до скорых встреч!